Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Сегодня расскажу дальше про мое путешествие в Перу. А для тех, кто не смотрел мое первое видео о Перу, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Сегодня расскажу о тех отличиях, которые мне сразу бросились в глаза в этой стране, и о том, что мне там не очень понравилось. Город Лима, столица Перу, это 10-миллионный город. И то, что он такой огромный и густонаселенный, заметно сразу, как только попадаешь на дорогу. И еще сразу понимаешь, что жители южные горячие ребята. Даже если сравнивать со Стамбулом, где население на несколько миллионов больше, и тоже люди горячие, но на дорогах там все более-менее спокойно. А вот в Лиме это сплошной стресс, особенно в центральных районах в час пик, примерно с 4 вечера и до 9. Кроме того, что очень много машин, большинство из которых не очень соблюдает правила дорожного движения. Поэтому почти на каждом перекрестке, кроме работающих светофоров, еще стоят полицейские, которые помогают регулировать дорожное движение. Потому что не только машины едут туда, куда хотят, но и пешеходы ходят по дорогам там, где им удобно. То есть буквально лезут под колеса. А автобусы и маршрутки останавливаются не только на остановках, но и в любом месте. То есть едет по дороге автобус или маршрутка, очень часто с открытой дверью, потому что у двери стоит кондуктор и кричит в открытую дверь, куда едет эта маршрутка. Иногда все это делает сам водитель в процессе движения, если маршрутка без кондуктора. При этом машина может ехать не с краю по дороге, а по центру дороги. И тут же в центре останавливается, если кто-то помахал рукой. И те люди, кто хочет сесть на эту маршрутку, иногда должны бежать прямо в центр дороги между движущимися машинами. Большинство автобусов и маршруток очень старые. Есть автобусы частные и государственные. Частные намного хуже и старее. На них не всегда даже написано, куда именно они едут. Обычно они просто кричат свой маршрут в открытую дверь, везде, где стоят люди. Город достаточно большой, а при таком движении даже в соседний район ехать приходится очень долго. Моя подруга живет в районе Сан-Мигель. Это район среднего класса. Вообще весь город разделен на районы, и в каждом своя жизнь, свой уровень жизни. Самый богатый район города – Мирафлорес. Он соседний с Сан-Мигелем, но ехать по таким дорогам туда все равно очень долго, около часа. В городе есть и метро, но это совсем не такое метро, к чему мы привыкли. Как говорят жители Лимы, у них есть 2 метро. Одно подземное, другое наземное. Но они не соединяются между собой. Это просто 2 разные ветки. В подземном я не была, а вот в наземном я специально проехалась, чтобы заснять город и показать вам. Но, к сожалению, окна оказались не совсем прозрачные, поэтому вот так мутно видно. Я бы не назвала, что это метро. Это что-то вроде электрички. И едет она не очень быстро. И только 1 ветка. И живут там, в этом районе, бедные люди. Вот так выглядят эти районы. Я специально выходила на станциях, чтобы что-то заснять. Билет стоит меньше $1.
И ехать, конечно, удобнее, чем на их сумасшедших автобусах и маршрутках. Но тоже не быстро. Да и попасть на это метро не так просто. Хотя очередь на входе за билетами не очень большая. Но нам пришлось стоять в очереди около 10 минут, чтобы купить билет. И на этом, как видно, некоторые делают деньги. Видите, девушки берут монеты у людей и пропускают их по своим карточкам. Вот такое метро в Перу. Второе, на что я сразу обратила внимание в Лиме, и то, что мне, конечно, не понравилось и очень удивило, это их окна. Это мне бросилось в глаза сразу, как только я попала в квартиру. И сначала я подумала, что это исключение из правил. Оказалось, нет. Примерно такие окна везде. И москитных сеток у них нет ни у кого. По крайней мере, я не видела. Хотя старалась увидеть хоть где-нибудь. Вот что из себя представляют окна в квартирах среднего класса. Вот такое толстое стекло без рамы. Крепится оно с помощью вот таких железочек. И вот так открывается и закрывается. На краях резиновые прокладки, которые не особо плотно прикрывают щели. Тем более, если окна не новые. Поэтому и мошки, и комары могут попасть в квартиру даже через закрытое окно в щели. Но когда окна открыты, то у насекомых и вообще проблем нет, потому что сеток нет нигде. И я даже не представляю, как можно что-то придумать с сетками, если не менять всю конструкцию окон. Но местные жители на эту тему не парятся. Говорят, а комаров мало, ничего страшного. Не знаю, как летом с комарами, но зимой действительно видела только один раз одного комара в комнате. А температура в августе и в сентябре была 16-18 градусов днем и 14-16 ночью. Из-за таких окон и в квартире температура не намного выше, примерно на 1-2 градуса. Отопления у них, естественно, никакого нет. Даже кондиционеров на домах почти нет совсем. Я видела только 2 раза. Но зимой температура очень комфортная. Не знаю, как летом, бывает ли сильно жарко, но говорят, что нет. В богатых, дорогих районах окна тоже такие же. Они могут выглядеть там лучше и красивее, но принцип все такой же. Просто однослойное стекло. А в совсем бедных кварталах стекол может не быть и совсем. И при этом люди везде выглядят абсолютно счастливыми. Они постоянно улыбаются, смеются, шутят. Но первое время я не очень это замечала, потому что чувствовала себя плохо. Сначала из-за смены часового пояса спать совсем не могла, а потом умудрилась подхватить ротавирус или что-то в этом роде. Вообще думаю, что причина в перуанском национальном блюде. Это знаменитое блюдо севиче. Готовится оно из свежей рыбы в соке лимона. Я обязательно приготовлю это блюдо и выставлю это видео на моих кулинарных каналах. Кто не видел мои кулинарные каналы, ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь, я буду очень рада. Возвращаясь к их национальному блюду севиче, должна сказать, что оно действительно вкусное. И мне оно очень понравилось. И каждый раз, когда мы ходили в кафе, мы его заказывали. Но дело в том, что принцип приготовления этого блюда – это маринование свежей рыбы в лимоне.
Чтобы рыба приготовилась, она должна в этом маринаде полежать определенное время. Но в кафе, в ресторанах это время не соблюдается. И если заказов много, то просто сырую рыбу поливают маринадом и сразу подают. Уж не знаю, в этом была причина или в чем-то другом, хотя я старалась всегда все мыть и дезинфицировать. Но все же заболела. И вторую неделю пребывания в Перу мне было еще хуже, чем первую. И после этого я приняла жесткое решение, что пока я там нахожусь, буду есть только то, что приготовлю сама. Так и сделала, чтобы не рисковать. Больше в ресторанах я не ела. Хотя должна сказать, что цены в кафе и в ресторанах там совсем невысокие. Если сравнивать с Болгарией, то цены на продукты в магазинах почти на 100% такие же, как в Болгарии. Ну, что-то чуть дешевле, что-то чуть дороже, но, в общем, практически одинаково. А вот цены в кафе и недорогих ресторанах примерно в 2 раза дешевле, чем в Болгарии. В Лиме почти во всех недорогих заведениях в меню предлагают не одно блюдо, а комплект из 3. То есть, если ты хочешь одно блюдо, тебе все равно нужно взять комплект. И в этот комплект входят первое, второе и компот. Есть разные варианты, например, суп плюс второе плюс компот, или севиче плюс второе плюс компот. И первое и второе можно выбрать. Но брать нужно именно комплект из 2 блюд и компота. Если ты хочешь съесть только одно блюдо, то второе тебе упакуют и можно забрать домой, чтобы поесть потом. И вот цена за этот комплект в среднем от 12 до 20 солей. В переводе на болгарские лева это от 6 до 10 лев, а на евро это 3-5 евро. Поэтому там мало кто готовит себе что-то дома. Все ходят по ресторанам. К тому же порции у них очень большие. Для меня этого количества еды хватало на 2 дня. Но все равно я стала готовить сама, потому что впереди уже маячил полет обратно, а в больном состоянии лететь 2 суток, сами понимаете, страшно. Ну, конечно, есть рестораны и подороже, и там все как обычно, но и цены там, конечно, выше. Вот меню одного из обычных ресторанов. Вот такое было начало у моего путешествия в Перу. К счастью, я справилась сама. К врачу обращаться не пришлось. Но у меня была куча лекарств с собой на все случаи жизни. Да и там, в аптеках, можно много всего купить без рецептов. И если бы я уехала через 2 недели, то мое мнение о стране осталось бы негативное. Но у меня еще был месяц впереди. И за этот месяц все изменилось. Я узнала эту страну и ее людей намного лучше. И полюбила ее. Что именно я узнала и почему мое отношение полностью изменилось, я расскажу вам в следующем видео. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всем пока.